Здорово, народ! Давно не виделись. И как я думаю, по превьюхе этого видео вы уже догадались, что сегодня речь пойдет о датчике, который позволяет замерять высоту вертикального прыжка. Те, кто внимательно следят за моей группой ВКонтакте, знают, что этот датчик у меня на руках уже более полугода. У меня все просто никак не доходили руки до того, чтобы его протестировать полноценно. И сегодня на тренировку я шел с мыслью, что я должен по этому датчику обязательно прыгнуть 100 сантиметров. И в итоге мой лучший прыжок оказался 100 сантиметров и 5 миллиметров. Также неделю назад я решил проверить его на нашей волейбольной тренировке, так как этот датчик позволяет не только разово замерять прыжок, но и дополнительно может в течение всей тренировки показывать ваше количество прыжков, максимальную мощность и так далее. И в итоге за 2 часа я совершил чуть менее 100 прыжков, и при этом самый высокий из них составил 95 сантиметров. Для справки, кто не знал, у меня сломано левое колено, и в данный момент я испытываю очень большой дискомфорт, занимаясь прыжками, поэтому в целом сама техника моего прыжка очень сильно может изменяться от привычной для многих. Поэтому прежде чем критиковать то, как я сейчас прыгаю с травмой, посмотрите, как я прыгал 5-8 лет назад. Оп. Ты решил в ролике поучаствовать? Давай, если ребята поставят очень много лайков, то я датчик одену на тебя, и мы посмотрим, сколько ты прыгаешь в высоту. Давай? Теперь, собственно, перейдем непосредственно к самому датчику. В описании к этому видео я оставлю ссылку, где я его приобретал, и вы сами без проблем сможете ознакомиться с полным перечнем его возможностей. Самой важной функцией этого датчика для меня, конечно же, являлась возможность замера вертикального прыжка, так как постоянное использование моей линейки создает определенные трудности с тем, что ее довольно-таки тяжело переносить, и для того, чтобы вообще постоянно пользоваться ей на съемках, мне пришлось купить специальную сумку, так как есть здесь специальный отсек, который позволяет ее комфортно переносить. Да и вообще в целом, для того, чтобы на съемке мне попасть с этой линейкой, мне необходимо нести 2 сумки, которые суммарно могут весить порядка 20 килограмм. Данный же датчик просто можно поместить в карман, он синхронизируется с телефоном. Единственное, что я его синхронизировал только с айфоном, и даже, кстати, не задумывался, подходит ли он на Android для iOS и продукции Apple. Кстати, это для многих может являться значительным минусом, так как айфоны есть наверняка не у всех. Честно признаюсь, что я не ожидал, что он будет настолько точным, потому что я сегодня прыгал по линейке и специально добавлял буквально по сантиметру-два для того, чтобы смотреть, каким образом будет варьироваться сама высота прыжка именно по датчику. Из интересных моментов я заметил, что в принципе можно по линейке прыгнуть на 2-3 сантиметра выше, а по датчику будет та же самая высота или всего на сантиметр выше. И я прекрасно понимаю, с чем это связано, потому что центр тяжести, в зависимости от того, где мы с вами оттолкнулись, до линейки или под линейкой, мы можем прыгнуть выше, но самой рукой мы можем не попасть по линейке. Поэтому в принципе, этот датчик относительно замеру по руке позволяет избавиться от той погрешности, что вы не совсем там толкнулись, где необходимо было. Он полноценно замеряет именно максимальный отрыв вашего центра тяжести для того, чтобы вы могли, неважно в каких условиях, вообще прыгаете вы руками вверх, головой вверх, с разбега, с места, абсолютно без разницы, он позволяет максимально точно определять высоту вашего прыжка. Само собой, он не может показать вашу максимальную точку касания. Как раз таки специально для этого необходима линейка, которой я чаще всего пользовался до этого. Но с этим датчиком можно регулярно ходить на свои тренировки и замерять, сколько прыжков вы совершили за всю тренировку, какой был самый высокий, или целенаправленно идти на тренировку, на которой вы будете прыгать, чтобы потом, после всего этого, синхронизироваться с телефоном и посмотреть, какой был прыжок самый высокий, какой средний прыжок у вас был и так далее. И как раз специально я сейчас продемонстрирую, каким образом это вообще все выглядит. То есть у меня уже довольно-таки много сессий было совершено с прыжками. Вот это вот как раз сессия была, когда мы прыгали в нашем колледже, волейбольная тренировка. Было совершено 94 прыжка, он позволяет их все загрузить, и мы можем прям полностью посмотреть, сколько было прыжков совершено, какие были, какой максимальный и так далее. Это на самом деле очень удобно. Блин, у меня просто, наверное, нет слов, я даже не ожидал, что этот датчик может такие вещи показывать. Также здесь есть некоторые страницы, которые, к сожалению, я до сих пор не разобрался, что обозначают. Я понимаю, что такое мощность и кинетическая энергия, но надо смотреть, какие цифры вообще должны быть и от чего отталкиваться, чтобы понимать, каким образом эти цифры можно использовать. И сейчас мы с вами как раз-таки посмотрим сегодняшнюю тренировку, где я прыгал. Вот, как раз, собственно, это те 12 прыжков, которые были совершены во время тренировки, и средняя у нас составила здесь 38 дюймов, то есть средний 38 дюймов, самый высокий 39,6. Что приятно, то что мне все-таки удалось прыгнуть 100 сантиметров. Еще очень удобно то, что можно переименовать абсолютно любую сессию так, как вы захотите, и вы сможете всегда ориентироваться, что, например,
вы занимались там одним видом тренировок, такое-то число, соответственно, здесь сохраняются все прыжки. Если какие-то прыжки были разминочными, вы можете их удалить, чтобы их не было вашим, и он будет высчитывать вашу среднюю, исходя из тех прыжков, которые останутся. То есть, например, я изначально просто попрыгал несколько раз там в 20-25 сантиметров, чтобы не портить, я их убрал, и далее уже, собственно, все прыжки были одинаковыми. То есть все те прыжки, которые вы видели, 12, были совершены подряд. С помощью этого датчика через сессии точно так же можно целенаправленно посмотреть, сколько вы совершили прыжков на скакалке. Но мне очень интересно было, каким образом он их все-таки просчитывает. И я заметил, что если мы совершаем самые обычные прыжки на скакалке, то есть как прыгает большинство людей на планете, то есть средние статистические прыжки, когда вы отталкиваетесь от земли, там 3-5 сантиметров и выше, то есть самый распространенный, он считает правильно, то есть максимально корректно. Я несколько раз прыгал по 50 прыжков, и он высчитывал там 49, 48, 50, то есть он считал правильно. Но как только я переходил на скоростные, то есть когда мне 50 прыжков я совершал где-то за 15-18 секунд, то он очень сильно промахивался, он мог показать 17, 20, 23. То есть из-за того, что мой центр тяжести почти не двигается в момент, когда я прыгал, собственно, получалось так, что датчик не понимал, что совершается вообще хоть какая-то амплитуда. То есть он мог это относить, видимо, к тому, что я просто иду. То есть по факту центр тяжести в момент самых низких прыжков он остается примерно на одной параллели. Теперь по поводу, насколько этот датчик точный. Как мне показалось, погрешность в принципе на нем допустима в 1-2%. То есть если вы прыгаете 100 сантиметров, то он может показать 98-102. То есть эта погрешность на самом деле максимально приемлемая. Также в некоторых американских видео я видел, что ребята на специальных контестах, где использовали эти датчики, прыгали, и иногда датчик выдавал цифры в районе 66 дюймов. То есть это невозможные цифры в принципе. И после этого ребятам приходилось перепрыгивать, и там цифры уже были максимально корректны. В моем случае данный датчик еще ни разу не показал какие-то космические цифры. Вполне возможно, он в некоторых прыжках, может быть, показывал цифру ниже возможной. То есть, например, я прыгнул там 35, он показывал 30, но, к сожалению, я не замерял. То есть та сессия, которая была снята полностью на камеру, действительно была вся примерно одинаковой. То есть я прыгал с постепенным увеличением, и, собственно, все прыжки как раз-таки в этом видео получились друг за другом идущие. Я однозначно могу сказать, что теперь я его буду носить на действительно очень большое количество своих тренировок для того, чтобы смотреть, сколько я могу прыгать, так как возможность таскать за собой линейку, регулярно еще и залезать ее, крепить на баскетбольный щит, это действительно очень большая проблема. То есть порядка 40 минут у меня занимает то, чтобы ее установить и снять с этого щита. Еще периодически необходимо бывает время выждать в зале, чтобы было свободно. С этим датчиком я вообще хоть где могу прыгать, и то есть даже в принципе в квартире я могу попрыгать и узнать, какая высота у меня прыжка с одной ноги, с двух, с места и так далее. То есть это действительно очень классная вещь. Это видео не является рекламным, потому что этот датчик я пытался достать несколько лет. То есть как бы ни для кого не секрет, кто, возможно, следит за моими соцсетями уже более 2 лет, он о нем наверняка очень сильно был наслышан и до этого. Теперь в Екатеринбурге, по возможности, если кто-то где-то мы будем встречаться и кто-то захочет попрыгать на этом датчике для того, чтобы определить высоту своего прыжка, то не забывайте мне написать об этом. Я, в принципе, буду его с собой носить, никаких проблем нету, то есть все, что необходимо, вам будет просто нацепить его на пояс, попрыгать, и я сразу же с телефона смогу сказать, какую высоту прыжка вы смогли достичь. Я думаю, на эту тему выйдет еще несколько видео, так как я хочу полноценно сравнить, то есть специально замерить высоту своей поднятой руки, попрыгать на линейку и посмотреть, какие цифры будет показывать датчик, то есть сантиметры от моей поднятой руки замерять до точки касания и какие сантиметры будут показаны на этом датчике с места, с разбега, то есть там с 2 шагов, с небольшого разбега, так как с большого разбега сейчас из-за травмы, к сожалению, я прыгать не могу. И также я хочу, чтобы с этим датчиком попрыгали несколько моих друзей, чтобы посмотреть вообще, как сильно будет отличаться. Может быть, все-таки действительно он будет врать в каких-то определенных условиях. Но так как я занимаюсь прыжками довольно-таки давно, и в целом мой прыжок максимально одинаков, то есть я независимо от того, травма, устал, не устал, я прыгаю в принципе максимально одинаково. И может быть именно поэтому датчик всегда показывал какие-то одинаковые цифры. Но на самом деле есть одна интересная мысль, каким образом можно завысить на нем показатели прыжка. И я надеюсь, в будущем мы это проверим, если получится, об этом выйдет видео, если все-таки датчик действительно
очень правильный и совсем не умеет врать, то, наверное, этого видео вы не увидите. Также очень многие под моими волейбольными видео интересовались, какая же высота прыжка у Александра, у парня в желтой и зеленой футболке, как вы там только ее не называете. Я думаю, в ближайшие тренировки я специально возьму с собой датчик, одену на него, мы пару раз специально попрыгаем для замера, и я чуть позже отпишусь под одним из видео, как раз таки волейбольных, какая высота у него прыжка. В данный момент мы выяснили, что максимум, что я могу сейчас из себя выжать, это 100 сантиметров. Ну, буквально там с 2 шагов. Не могу сказать, что это большие цифры для меня. То есть в целом бы хотелось бы дойти до 110-115, и это будет для меня максимально приемлемо с травмой. То есть с учетом того, что у меня сейчас действительно есть травма. И для того, чтобы мне избавиться от этой травмы, к сожалению, скорее всего, мне придется делать операцию. Но давайте оставим это на отдельную тему видео. Все-таки сейчас мы говорили о датчике. И в целом, как мне кажется, я рассказал уже все, что хотел о нем. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если все еще не подписаны. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи. Пока.